Стоп-игра. Кремль лишил Запад любимого приема, и теперь все будет иначе. Фламинго так и не взлетят. Чем для Украины обернулась эта ночь? Киеву выписывают безлимит, а европейцам говорят «потерпите». Кучеров Яр уже взят. Русские обходят Доброполье и целятся дальше на Славянск. Всем привет! Сегодня 28 августа. Только самое важное – коротко и по делу. Еще больше в Телеграме. Ссылка ниже. Лайк, подписка и начинаем. Начнем с главного. Сергей Лавров дал интервью и, по сути, объявил новый подход Москвы к переговорам. Кратко. Тех правил, что действовали раньше, больше нет. Главный тезис жесткий. Россия не пойдет на временные заморозки. Никаких пауз в боевых действиях. Тех самых пауз, которыми Запад все эти годы пользовался в своих интересах. Остановиться по текущей линии соприкосновения без фундаментального решения для Москвы это неприемлемо. То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. И тут важно понять саму логику. Запад продвигает простую схему. Остановиться там, где сейчас проходят линии соприкосновения. Перемирие, но не долгосрочный мир. А дальше на территории, что остается под Киевом, разворачиваются некие стабилизационные силы. Вот в чем, по мнению Москвы, весь замысел. Лавров напомнил, чем заканчивались прежние договоренности. Соглашение февраля 2014, Минские акты, Стамбульский документ весны 2022. Все они, по словам министра, были сорваны Киевом и его западными кураторами. И Москва из этого извлекла жесткие уроки. Путин сказал, что отныне и впредь мы всегда готовы к переговорам, но мы не будем никаких перемирий объявлять на период переговоров. Огонь закончится только когда будет полноценное долгосрочное урегулирование. Дальше еще конкретнее. Прежние уступки, по словам Лаврова, каждый раз оборачивались провокациями. Западу нужно было выиграть время, накачать Украину новым оружием. И в пример министр привел апрель 2022, отвод российских войск от Киева. Тогда отошли от Киева. А тут же через 2 суток, когда нас там уже не было, приехала BBC и стала снимать трупы, которые в пригороде Буча были аккуратно разложены вдоль обочины. Отдельно Лавров прошелся по международным институтам. По его словам, они предпочитают не замечать очевидного. Запрет русского языка, давление на церковь, атаки на гражданскую инфраструктуру. Обо всем этом, как выразился министр, наверху стыдливо молчат. Запад стыдливо молчит, как стыдливо молчит, к сожалению, и генеральный секретарь ООН, комиссар по правам человека. Они однозначно твердо заняли сторону. Итог простой. Пока коллективный Запад открыто выступает участником конфликта, а международные организации, по мнению Москвы, утратили объективность, Россия намерена добиваться своих целей напрямую, на поле боя, последовательно и без оглядки на прежние форматы. И огонь, по словам Лаврова, закончится только тогда, когда будет полноценное долгосрочное урегулирование. Это и есть новая позиция Кремля. Теперь к Украине. И к очень необычной ночи. Обычно бывает как? Массированный налет, разом и много. А тут все иначе. Дроны и ракеты заходили на Киев и другие города регулярно, малыми группами, раз за разом. И вот такая тактика дала результат, которого на Украине не ждали. Итог – почти полный паралич Киева. Цифра говорит сама за себя. Воздушную тревогу за сутки объявляли и отменяли 14 раз. 14. Город то замирал, то оживал, и так по кругу. Теперь по целям. И тут самое интересное.
По данным Минобороны России, под Киевом выведен из строя склад украинской армии. На нем, как заявляют в Москве, хранились дальнобойные ракеты «Фламинго», а рядом топливо для ракетных ускорителей. Эта потеря для Киева серьезная. Но склад был не единственной точкой. Еще одной целью стал логистический центр новой почты в Киевской области. А в порту Одессы, по тем же данным, беспилотники поразили 6 хранилищ с военным имуществом. Дальше по времени. Удар по городу и области начался примерно с 3 часов ночи. В ход пошли баллистические ракеты и дроны. Первая волна классическая, мощная. А вот во второй половине ночи тактика поменялась. И это ключевой момент. Над Киевом стали кружить реактивные герани. Они выделывали неожиданные кульбиты. Время от времени пикировали на объекты. Предсказать их было почти невозможно. По сути, именно это и добило столицу. Не один сокрушительный залп, а изматывающее давление всю ночь. Город фактически встал. И это, похоже, новый почерк ударов, к которому Киеву еще предстоит привыкнуть. Едем дальше, в Берлин. Там собрались те, кто по-настоящему платит за Евросоюз, ключевые страны-доноры. И обсуждали они новый многолетний бюджет Союза. Тема на первый взгляд скучная, цифры, программы, статьи расходов, но за ней стоит вполне конкретный разворот. Деньги хотят перераспределить. Второстепенные программы под сокращение, а освободившиеся ресурсы на оборону, охрану границ и регулярную помощь Украине. Сначала о размахе. Еврокомиссия предложила раздуть новый бюджет почти на 60%, до 2 триллионов евро. Сумма гигантская, но ключевые доноры уперлись. Их логика проста. Сначала уберите лишнее и малоэффективное внутри Союза, а уже потом просите добавки. Первым эту мысль озвучил канцлер Австрии Кристиан Штокер. По его словам, нужны приоритеты и реальная эффективность, а не автоматическое продление всех старых статей. Нам нужны приоритеты, повышение эффективности, а также сокращение там, где эффективность отсутствует. Не каждая строчка в этом бюджете автоматически заслуживает второй должности. И больше Европы создается не за счет большего количества денег или большего количества чиновников, а за счет лучших решений. А вот дальше самое показательное. Главным обоснованием и жесткой экономии, и роста военных трат по-прежнему выступает один тезис – российская угроза. Именно под нее лидеры Евросоюза готовы и дальше урезать внутренние нужды. Позицию усилила премьер Дании Метте Фредериксон. Смысл ее слов – перевооружаться, гнать Киеву больше оружия и боеприпасов, укреплять внешние рубежи. Все остальное – потом. Россия угрожает нам и испытывает нас. Нам нужно перевооружиться и продолжить нашу твердую поддержку Украине. Больше оружия, больше боеприпасов, и нам также необходимо обезопасить наши границы. Вот почему бюджет ЕС должен уделять приоритетное внимание европейской обороне и безопасности, продолжать оказывать сильную поддержку Украине и поддерживать защиту наших внешних границ. Прозвучала и красноречивая цифра. Эта группа стран дает 40% бюджета Евросоюза. И при этом обеспечивает около 70% всей двусторонней помощи Украине от европейских государств. Черту подвел премьер Финляндии Петтери Орпа. Мол, бюджет должен отражать сегодняшний мир, а тратить нужно умнее. Европе нужен бюджет, отражающий мир, в котором мы живем сегодня. Нам нужно больше инвестировать в безопасность и оборону, конкурентоспособность, миграцию и поддержку Украины. Нам нужно модернизировать бюджет ЕС и сделать так, чтобы европейские деньги тратились там, где они оказывают наибольшее влияние. По сути, Берлин лишь подтвердил прежний курс. Под флагом защиты от России европейцам предлагают потуже затянуть пояса дома, а финансовые потоки развернуть на оружие и поддержку Киева. И под конец фронт, Добропольское направление. Тут разворачивается по-настоящему интересная ситуация. Украинские и западные ресурсы, особенно польские, дружно уверяют, под Добропольем все в порядке. Бригады, откинутые сюда из Покровска, якобы стойко держат оборону. Пишут, что быстро город не сдастся. Опора крепкая, бетонная застройка, крупное село Белозерское, промзона. На бумаге выглядит надежно. Но вот в чем проблема украинских стратегов. Русские в лоб штурмовать ничего не собираются. Несколько месяцев армия здесь наступала очень медленно. Дошла до южных и восточных окраин Доброполья. Заняла пригороды. Казалось бы, вот-вот начнется долгий штурм города. Именно к этому Киев и готовился.
А потом основной удар вдруг развернулся в другую сторону. Смотрите, что происходит. Русские закручивают петлю вокруг города. Смещаются северо-восточнее в район Кучерова-Яра и Рубежного. Кучеров-Яр, по имеющимся данным, уже перешел под их контроль. За Рубежное еще идут бои. И место выбрано не случайно. Здесь оборона украинской армии куда менее цельная, чем прямо у Доброполья. Меньше укреплений, больше брешей. Что дальше? Военные аналитики полагают, рано или поздно эти слабые порядки прорвут, и тогда Доброполье окажется под угрозой уже с севера. Киеву придется несладко. Растягивать линии, гнать резервы на фланге, а когда будут перерезаны трассы, ведущие в город, снова отход. На этот раз в сторону Днепра. Но и это не все. Направление удара грозит куда более крупной цели. С юга под ударом оказывается мощнейший укрепрайон – Славянско-Краматорская агломерация. Тот самый узел, вокруг которого держится вся оборона в регионе. Итак, давайте подведем итоги за сегодня. Лавров в интервью подвел черту под старой схемой. Больше никаких пауз и заморозок. Огонь стихнет только с реальным урегулированием. Ночью от Одессы до Киева гремели склады, порты и логистика, а столица билась в 14 тревогах за сутки. В Берлине тем временем Евросоюз делает новый бюджет, и под флагом российской угрозы своим гражданам предлагают затянуть пояса, а деньги развернуть на оружие Киеву. А под Добропольем, пока в Киеве рапортуют все под контролем, русские тихо обходят город с севера и уже нацеливаются на Славянск. В итоге громких заявлений и требований все больше, а до настоящего мира по-прежнему все так же далеко. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.